Конфликт между союзниками по НАТО. Армия готова защищать свою территорию от бывшего партнера? Что происходит и где запылает на этот раз? Трамп унизил Путина снова, паранойю диктатора не поддержал и выставил дураком, чем поставил точку в вопросе, на чьей он стороне. Как теперь будут реагировать в Кремле? Диктатор готовит план побега, отель для павших тиранов скоро распахнет свои двери для еще одного персонажа, но он уже готов выдвигаться в путь, пока народ не снес его вместе с режимом, который строился десятки лет. Вы удивитесь, когда узнаете, о ком идет речь. Быть другом Владимира опасно для карьеры, даже в, казалось бы, безопасной для этого стране. Одиозный политик может лишиться должности из-за своих заявлений. Против него взбунтовались десятки тысяч людей. Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 5 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь для столицы снова превратилась в тревогу, дым и эвакуацию. Удар пришелся туда, где обычно спасают жизни, и это стало самым жестким сигналом этой атаки. В Оболонском районе Киева после обстрела вспыхнул пожар, было попадание в 4-этажное здание медучреждения на уровне 2-го этажа, где находится стационарное отделение. Пожар ликвидировали во время обследования помещений. Спасатели обнаружили тело, эвакуировали 25 человек. Параллельно последствия удара были и в Чернигове. Мэр города заявил, что атака шла баллистическими ракетами и беспилотниками по одному из предприятий. Затем уточнил, в результате возникли пожары в одном из гаражных кооперативов и в частном доме в прилегающей громаде. Конфликт между союзниками или следующая цель Трампа? В Северной Европе снова пахнет дипломатическим скандалом. Дания готовится публично встряхнуть отношения с Вашингтоном и вызывает американского дипломата в МИД. На этом фоне премьер-министр публично призвала Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и дает понять, что от США она ждет не давления, а уважения, и что разговор о Гренландии в нынешнем тоне выглядит как угроза союзнику, а не партнерский диалог. Королевство Дания, а следовательно и Гренландия, является частью НАТО и поэтому попадает под гарантии безопасности Альянса. Сейчас между Королевством и Соединенными Штатами уже существует оборонное соглашение, которое предоставляет США широкий доступ к Гренландии. Дело в том, что Гренландия, полуавтономная территория в составе датского королевства, остается стратегическим и ресурсным призом в Арктике. А Дональд Трамп вновь и вновь возвращается к идее ее перехода под контроль США, ссылаясь на вопросы безопасности. И Копенгаген, и власти Гренландии отвечают одинаково жестко. Остров не продается, и решение о будущем может принимать только само население Гренландии. Любые попытки давления Дания рассматривает как неприемлемые, вплоть до официальных демаршей через МИД. Но сдвиги все-таки есть. Неожиданное признание команда диктатора сдает назад. После угроз Трампа и жестких заявлений Каракаса случился неожиданный разворот. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы публично предложила США не войну, а сотрудничество. И фактически протянула Вашингтону руку, хотя еще совсем недавно говорила об агрессии и отказе быть колонией. Мы будем давать оценки людям. Мы будем оценивать на основании того, что они делают. Не потому, что они публично заявляют сейчас, не потому, что они делали в прошлом, а потому, что они будут делать дальше. Если они не примут правильные решения, у Соединенных Штатов останутся сразу несколько рычагов давления, чтобы наши интересы были защищены. И это включает в себя, среди прочего, действующий нефтяной карантин. Делси Родригес заявила, что приглашает правительство США к работе над повесткой или программой сотрудничества, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права и долгосрочное сосуществование сообщества. Это была цитата. Президент Дональд Трамп. Наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы. Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее. Но заявления президента США на этом не закончились и даже не сбавили градус. Теперь он начал говорить так, будто регион можно перекраивать силовыми операциями. Мол, вокруг США должны быть жизнеспособные и успешные страны, где нефть свободно добывается, а цены падают.
Это очень плохо. В Колумбии тоже очень плохо. И управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты. И, позвольте мне сказать, он не собирается заниматься этим очень долго. Что это значит? Он не собирается заниматься этим очень долго? У него есть кокаиновые фабрики. Трамп заявил, что Колумбией руководит больной человек, который производит кокаин и продает его в США. И добавил, что не будет этим заниматься очень долго. Когда журналисты уточнили, означает ли это возможную операцию против Колумбии, Трамп ответил: «Звучит неплохо для меня». Говорит, его особенно раздражает критика со стороны президента Колумбии из-за американской кампании против Венесуэлы и общий тон боготы в адрес Вашингтона. Казалось бы, после захвата Николаса Мадуро рынок нефти должен был дернуться вверх на страхе срывов поставок. Но вышло наоборот. В начале недели котировки скорее просели, потому что трейдеры увидели на глобальном рынке избыток предложения и решили, что венесуэльский фактор в краткий срок не ломает баланс. По данным Reuters, на утро 5 января Brent снижался примерно на 0,4%, примерно до $60 за баррель. WTI на похожую величину до примерно $57. Причина такой холодной реакции простая. Венесуэла – страна с крупнейшими доказанными запасами нефти, примерно 303 миллиарда баррелей, это примерно 17% мировых запасов, но добыча у нее давно просела и в прошлом году в среднем была чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно 1% от мировой добычи. На этом фоне даже возможные перебои экспорта воспринимаются как небольшой риск, тем более что значительная часть венесуэльских поставок традиционно шла в Китай, а удары США, по оценкам аналитиков, не повредили нефтяную инфраструктуру. Наряду с имперскими заявлениями президента США слышится и голос здравого рассудка. История с ударом по резиденции главы Кремля внезапно развалилась прямо на глазах. Дональд Трамп заявил, что не верит в сам факт этой атаки. По его словам, сейчас, когда информацию удалось проверить, в Вашингтоне считают, что удара не было. Никто ничего не знал. Это было первое, что я услышал об этом. Он сказал, что на его дом напали. Мы не верим, что это произошло, понимаете, теперь, когда мы смогли разобраться. Но тогда это было первое, что мы вообще об этом услышали. Мы просто надеемся, что Россия и Украина это уладят. Трамп объяснил, почему вообще озвучил это публично раньше. Тогда, говорит он, никто не знал, и он впервые услышал об инциденте именно от Путина, который сообщил, что его дом атаковали. Отдельно Трамп снова прошелся по деньгам, заявил, что при Джо Байдене США дали Украине $350 миллиардов, а при нем большую часть этих средств удалось вернуть, благодаря соглашению по редкоземельным металлам. Резкие шаги против правительства. Что дальше? Уличные протесты или все закончится мирно? Но услышат ли в столице, что именно не понравилось людям? Пока в Праге звучали резкие слова в адрес Украины, неожиданный ответ пришел не из кабинета власти, а из маленького села. Учитель и староста из Семневицы запустил открытое письмо извинения украинскому послу в Чехии Василию Зварычу за антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, сказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности. Сегодня Украина не только защищает свою территорию, она защищает сам принцип, что границы не могут быть изменены силой, а насилие не может отменять закон. Под письмом за короткое время подписались десятки тысяч людей, уже больше 30 тысяч, и число продолжает расти. Дальше история стала политической. Поводом называют новогоднее выступление Окамуры, где он сделал ряд заявлений против помощи Украине и употребил формулировки вроде «хунты Зеленского». Критизує мне pouze. Это факты, это не что-то, чего бы мы не знали, это не что-то, где мы лгали или где-то кто-то лгал. Это просто факты, которые признают сами украинцы, и я думаю, что когда здесь шла речь о реакции того посла, то я хотел бы к этому сказать, что ожидал бы от Украины немного больше смирения. Мы — страна, которая приняла на душу населения самое большое количество беженцев из Украины. Посол Украины публично раскритиковал такие заявления, а глава МИД Чехии, в свою очередь, заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал слова одного из высших конституционных должностных лиц страны и сообщил, что Зварыча вызовут в чешский МИД. На этом фоне чешская оппозиция заговорила о голосовании по отставке Окамуры, и получается картина раскола. Часть политиков пытается закрыть тему, а часть общества демонстративно показывает, что молчать не собирается.
Люди на улицах, стрельба по протестующим, практически полная деградация доверия к властям и вторая неделя протестов. И, вероятно, Москве стоит бронировать номер в отеле для павших диктаторов. Какими будут следующие действия властей? Будут ли они пытаться удержать эту самую власть? Если в Тегеране треснет силовой каркас и армия или спецслужбы начнут сыпаться, у верховного лидера Ирана якобы уже есть маршрут отхода. Издание The Times пишет со ссылкой на источник в разведке, что Али Хаменеи подготовил план эвакуации на случай падения режима. План «Б» предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Маджтаба. Официального подтверждения этой информации, конечно же, со стороны Ирана или России нет. В стране уже вторую неделю идут протесты на фоне экономического кризиса и обвала валюты. В субботу верховный аятолла публично заявил, что не уступит и потребовал поставить на место тех, кого власти называют погромщиками, одновременно признавая, что у торговцев и протестующих есть причины из-за ситуации в экономике. Госмедиа сообщает о погибших, правозащитники и активисты о больших потерях и росте числа задержаний. Reuters отмечает, что масштабы меньше, чем в конце 2022, но это самый серьезный внутренний тест для системы за последние годы. Но в то же время блогеры и социальные медиа пишут о повальном применении огнестрельного оружия против протестующих. Пока политики спорят о границах, внизу карты мира тихо трещит пробка, которая держит океан на месте. В Антарктиде стартовала новая экспедиция к леднику Туэйтса, тому самому леднику судного дня. Почти 40 ученых отправились в двухмесячный рейс, потому что этот массив льда уже сейчас тает быстрее большинства соседей и считается одним из ключевых рисков для уровня моря. Туэйтс не проснулся из полного покоя, он и так постоянно течет к океану со скоростью несколько метров в день, но проблема в том, что теплая океаническая вода подтачивает его снизу и ослабляет ледяную полку, которая тормозит ледник. По оценкам международного сотрудничества по Туэйтсу, полный коллапс самого ледника может добавить примерно 65 сантиметров к уровню моря, а самое опасное, что он способен потянуть за собой значительную часть Западной Антарктиды, где суммарный потенциал подъема уровня моря оценивается примерно в 3,3 метра. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.